Дорогие друзья, записал сегодня свое первое вступительное видео. Вот мысль идет, хочу записать сейчас уже сразу второе видео. Оно будет о том насущном вопросе, который задает, наверное, каждый человек, питающийся традиционно сыроедом. Он спрашивает: а что тебе дает сыроедение? Или а для чего ты занимаешься сыроедением? Ну, во-первых, конечно, вот это вот странный вопрос: а для чего ты занимаешься сыроедением? То есть люди до сих пор не понимают, да, что сыроедение это не занятие, сыроедение это не хобби, это не диета. Сыроедение это стиль жизни. То есть это определенный стиль питания. Это не значит, что ты чем-то занимаешься. Занятие это так, знаете, можно позаниматься сегодня, а завтра этим не заниматься. Вот это занятие, да, то есть ты сегодня можешь в футбол поиграть, завтра ты можешь в баскетбол поиграть. То же самое, ты можешь там сегодня водку пить, а завтра шашлыки есть, а послезавтра веганством заниматься, да. Вот, то есть к этому не надо относиться как к занятию. Сыроедение это стиль питания, и это вы должны понимать, это в первую очередь. Вот, и вот второй, значит, главный вопрос: что дает сыроедение? Ну, честно скажу сразу всем, вот сыроедам и всем остальным, да, то есть многие из вас, наверное, смотрят разные посты в интернете, читают книжки, литературу, много очень интересных заметок в этих группах сыроедческих, да, то, что вот, перейдете на сыроедение, все, сразу у вас жизнь поменяется, сразу миллионы пойдут и все остальное. Но, наверное, все-таки, честно скажу, опущу некоторых с небес на землю, миллионы сразу не пойдут. И, возможно, жизнь особо-то и не улучшится в каком-то смысле, ну, то есть там в материальном плане или в рабочем плане, но сыроедение вам даст свободу, и вы начнете быть более проще. То есть скажу вот опять же на примере себя, да, вот если я был изначально человеком предприимчивым, да, вот, то есть я с самого детства что-то придумывал, у меня постоянно я с кем-то чем-то менялся, что-то продавал, там, бабушки арбузы привозили, там, ну, у меня дядя был фермером, и каждое лето ей привозили, прям целый двор забивали арбузами, 3 КАМАЗа привозили. И я вот умудрялся там что-то продавать свои там 6, 7, 8 лет, пытался, и уже потом все лето у меня были какие-то свои карманные деньги, да. Потом что-то мы с пацанами гаражи какие-то строили, что-то еще покупали, жвачки перепродавали, играли там, раньше, помните, были всякие по битам, по фишкам играли. В общем, то, что я не мог себе, ну, дети, вернее, родители мне никогда деньги не давали, не было никогда своих там родительских карманных денег, но я всегда знал с детства, как их заработать. Вот, потом, когда я стал учиться в училище, я был музыкантом, да, я пел в ресторанах, я пел на свадьбах, я постоянно искал, где мне заработать, как мне улучшить свое состояние. Я всегда мечтал о хорошей машине, потому что у нас в нашей семье, вот у папы, он как один раз купил копейку, Жигули классику, да, так она, в принципе, до конца жизни вот у него и была. Он, конечно, радовался, ему тоже много не надо было в жизни, когда все вокруг ездили на джипах, купленных в кредит, все его друзья. Он ездил на копейки, но зато там каждые 2-3 раза в год они с мамой ездили отдыхать, позволяли себе, да, вот на его зарплату там 20-30 тысяч рублей он зарабатывал. Вот, ездили отдыхать и опять же были свободными, они там не парились, не делали какие-то дорогущие ремонты в доме. Но они питались традиционно, да, как бы. Я к тому говорю, что, в принципе, это просто было у меня с детства привито, да. И, извините, я отошел от темы. И вот главное, что сыроедение, оно просто дает вам свободу в том смысле, то, что реально вы уже приходите в магазин, и вы не думаете: так, с чем я сегодня буду сосиску есть, так, консервы покупать или гречку, а может быть я себе перловки отварю, или там что мне там надо для борща, и вы судорожно набиваете тележки, в итоге все это потом пропадает дома, там творог закисает, молоко, еще что-то, потом вам плохо, вы пукаете, извините меня, еще что-то с вами. И вот это вот называется, вечером пивко, чипсы, сигаретка и спать, как говорится. То есть сыроедение реально даст вам просто больше свободного времени. У меня оно появилось, я после окончания Гнесинки начал заниматься продюсированием, открыл продюсерский центр и делал гастроли. Образования у меня продюсерского никогда не было. Вот, ну я просто тоже какую-то литературу прочитал, еще что-то, и просто вот начал заниматься, организовывать гастроли разным известным людям и неизвестным людям.
том числе. Вот это у меня хорошо получалось. Я за 3 месяца купил себе Хаммер. Я очень мечтал о нем всю жизнь, ну, потому что всю жизнь на копейки ездили. Вот, я был доволен, все было хорошо. Вот, но потом, это как раз было чуть-чуть перед, это был 2011 год. И потом как раз-таки вот я попал в эту пирамиду, ММ пришлось заложить и машину, и все остальное. И, в общем, я все потерял, да, и перешел, как вы знаете из моего первого видео, я чуть-чуть рассказывал, перешел на сыроедение. Вот, и вы знаете, потом действительно я понял, что что-то потеряв, я просто, вот то, что я перешел на такой вид питания, это, знаете, это бесценно. То есть можно много об этом говорить, там, о каких-то полезных свойствах сыроедения, чего-то еще. Да, очень здоровье на 1000% у вас улучшается, очищается организм, обмен веществ и все остальное прекрасно. Но самое главное, это, вот знаете, ваша свобода. То есть, когда ты просто приходишь в магазин, покупаешь себе основной свой рацион, яблоки, груши, огурцы, помидоры, салат, все, уходишь, и ты больше времени проводишь на природе, больше времени проводишь со своими родными людьми. Это очень все хорошо. Вот, и я еще говорил, да, по поводу того, что заработка, то есть у меня потом, когда я перешел на сыроедение, значит, конечно же, сразу меняется, ну, вернее, не сразу, а постепенно, может быть, но очень быстро, круг общения. Потому что ты начинаешь общаться именно с какими-то опытными людьми, с какими-то там людьми, которые уже этот стиль питания практикуют. А с твоими друзьями, которые у тебя сейчас есть, ну, с ними просто чуть-чуть становится неинтересно. Ну, в том плане, то, что, да, ты с ними уже не можешь так вот вечерком выйти, пивка постоять, попить там возле подъезда, да, или собраться вечерком там на личной клетке покурить. Как-то тебе это уже не интересно. Тебе интересно лучше почитать что-то, как-то саморазвиваться. Вот, и я тоже советую всем, больше читайте, больше изучайте. Сейчас литературы полно, вам это все очень сильно поможет. Но постоянно пытайтесь не просто читать, а еще и какую-то, ну что ли, выгоду из этого использовать, да. Это я к чему говорю. Вот, например, я перешел на сыроедение, да. Я перестал заниматься продюсированием, потому что, во-первых, я потерял деньги, а для продюсерской деятельности концертной, да, чтобы организовывать те же самые гастроли, нужно снимать помещение, нужно на чем-то передвигаться, нужно ездить по городам, опять же, тратить деньги на билеты. Да, конечно, ты один раз ездишь, потратишь там 50-100 тысяч, но ты заработаешь 1 000 000 с концерта. Вот, но у меня на тот момент не было уже таких вот свободных 50-100 тысяч, потому что я все потерял, пришлось значит, делать все заново, развиваться. И я на основе сыроедения что придумал? Я в поисках лучшей пищи, я жил тогда в Долгопрудном, значит, в Дикси, конечно, было как-то и дороговато, наверное, закупаться и все остальное. Я нашел овощную базу, она находилась в поселке Хлебниково, это как раз возле Долгопрудного. Вот, я туда один раз приехал, вот, удивился, какие там вообще мизерные были цены. Ну, например, вот 5 лет назад, да, если апельсины стоили, например, 40 рублей за килограмм в Диксе, то на этой овощебазе я за 300 рублей покупал, по-моему, 20 килограмм. Если бананы стоили везде там 35-40 рублей, то на овощебазе я покупал их там за 10-15 рублей. А если второй сорт, то еще дешевле. То есть реально я приезжал, забивал полностью себе весь багажник машины, и мне хватало на неделю, не знаю, там 500 тысяч рублей, мне хватало просто на неделю, я ящиками покупал. И потом на основе этого, значит, я думаю, так, если я это все так дешево и классно покупаю, то, наверное, те люди, которые тоже интересуются сыроедением и здоровым питанием, они же тоже хотят такую же пищу получать, да, и употреблять. И я организовал в интернете, сделал сайт, опять же, там какой-то друг, там дизайнер за небольшие деньги помог сделать там сайт, кто-то помог сделать листовки. И я создал службу доставки свежих овощей и фруктов.
Что это было? Значит, это я опускал листовки эти в почтовые ящики, мне начали звонить люди, также через контакт начали писать, заказывать. Люди заказывали орехи, яблоки, бананы, ну то есть все свое вот это повседневное питание. Конечно, я делал небольшую накрутку, но моя позиция была такая: не обманывать, а делать так, чтобы у меня было дешевле, чем в любом магазине. То есть моя политика была, чтобы мои бананы, яблоки, там, груши, сливы и все остальное стоили все равно на там 10-20% дешевле, чем в самом дешевом магазине сетевом, Магните там или Дикси. Вот, люди были в восторге. Но так как я еще работал в это время в хоре в одном, так как я музыкант, да, и я должен был еще отработать какое-то время в хоре, то мне очень было сложно. Мне приходилось в 5 утра вставать, ехать на овощебазу, до 6 часов утра я должен был загрузиться, это все на личной машине, купил себе небольшое Peugeot. Вот, ездил, значит, закупался овощами, фруктами и весь день потом развозил. Вот, ну и так как, конечно, цены у меня были дешевые, в принципе, накрутки никакой, ну, вернее, накрутка была небольшая. Я, ну, честно сказать, там зарабатывал, может быть, 500 или там 1000-1500 в день. Но, конечно, сами понимаете, и бензин, и какие-то там свои расходы и все остальное, все это как-то сошло потом на нет. Вот, но мне это, знаете, дало тоже столько интересных знакомств, то есть каждый, к кому бы я ни приезжал, я всегда лично сам доставку делал. Вот, всегда всем лично там поднимал все на 5-й этаж или на высокие другие этажи, если не было лифта, таскал ящики. Но люди настолько были благодарны, мне это так нравилось, я прям с таким удовольствием все это делал, мне это вот реально нравилось. Но, к сожалению, да, так как это особо там плодов своих не принесло, сразу я как-то это все сошло на нет. А потом я один раз попробовал какао-бобы, и они мне очень понравились, да, вот эти шоколадные орехи. Просто случайно где-то в интернете прочитал, что они очень полезны, что дают энергию. Я как раз очень сильно усиленно бегал, и говорили, что они там супер энергетик в чистом виде. А я тогда ничего, ну, как вы понимаете, ни шоколада, ничего, кроме сухофруктов. Я, в принципе, сладостей вообще никаких не ел. Там финики, абрикосы и все. Ну, эти, курагу. Вот, и я, значит, один раз попробовал какао-бобы, купил полкилограмма, встретились с курьера в метро, и пока я шел потом по улице, ну, полпачки, наверное, вот так вот, просто как семечки я грыз. И потом чувствую какой-то, знаете, у меня адреналин, какой-то прям энергия повысилась. Я звоню курьеру, говорю: слушайте, я вот у вас сейчас бобы купил, да, я вот уже полпачки съел, ну, где-то 200, там, 250 грамм. Это вообще можно их столько есть? А то у меня какое-то состояние странное. Вот, курьер, конечно, посмеялся, говорит: ну, точно сегодня не заснешь. Вот, их можно-то 10-15 штук всего в день есть. Вот, и я так тоже бодрячком был потом всю ночь. Вот, но бобы понравились, что я также потом, знаете, посмотрел в интернете, так, сколько у нас там, 2 или 3 человека, кто этим занимается, или, по-моему, на тот момент вообще там один, какая-то фирма была, занималась. И я думаю, так, надо, значит, найти поставщика, надо найти выходы, там, не знаю, найти людей, кто с Африкой связан, еще кто-то, и просто начать заниматься. Если мне какао-бобы понравились, значит, они понравятся и другим людям, тоже сыроедам, и людям, которые своим питанием озабочены. Я нашел поставщика какао-бобов из Африки, у него там какой-то дядя имел свою плантацию, то есть все это настолько интересно было, мы с ним задружили и через него привезли первую тонну какао-бобов. На тот момент у меня, конечно, опять же не было каких-то больших финансов, я купил крафтовые пакетики, пошел в магазины. Сейчас не сочтите за рекламу, просто скажу, что первый магазин, в который мы начали поставлять, вернее, я начал поставлять, да, вот какао-бобы, это был Сыроедов и Сыроежка, которые закрылись. Вот, я на основе какао-бобов и какао-масла, я еще потом попробовал какао-масло, сделал конфеты. Ну, то есть там перетер какао-бобы, да, смешал с какао-маслом, добавил финики туда, орешки, лесной орех. Вот, сделал конфет какие-то, взял формочки из-под льда. Сделал, взял крафтовую упаковочку. Эти конфеты всем очень понравились, кому я давал, там, знакомым, друзьям, родственникам. И они говорят: слушай, ну, значит, надо теперь в магазин поставлять, раз ты, ну, такой деятельный и интересный продукт у тебя. Ну, я, недолго думая, взял, значит, эти конфеты запаковал, зиплок,
в упаковочку отнес сыроежку. И там, значит, закупщица говорит: слушай, а ну конфеты, конечно, вкусные, но давай так, ты нам 5 коробок приноси, если у тебя там сколько, 3 месяца срок годности, ну вот через 3 месяца, если они у нас не продадутся, ты же нам деньги, ну типа вернешь деньги обратно. Я говорю: конечно, да, договорились, если не продастся, все. Проходит буквально 2 или 3 дня, она звонит: Ваня, все, у нас фурор, привози, еще 10 пачек минимум. Все, я опять быстро эти конфеты сделал, там все подготовил к упаковочке и понеслась. В общем, с этого момента, можно сказать, вот, родилась фирма «Пища богов», да, которая до сих пор прекрасно работает, процветает. У нас сейчас большая команда, у нас генеральный директор Дима Гаранин, который прекрасно всем управляет, занимается, очень ответственный, добрый, отзывчивый, классный человек, друг, товарищ, соратник. Мне очень приятно с ним работать. Также у нас целая команда людей, и фасовщики, и курьеры, и менеджеры. Это все, знаете, вот началось просто ни с чего. Но опять же, это ни спонсоров, ни инвесторов было. Да, и до сих пор нету. Все мы делаем сами. Но я к тому говорю, что вот именно сыроедение это помогает, понимаете? То есть оно дает осознание того, что надо именно не зарабатывать, а делать что-то. Вот поймите еще одно: не пытайтесь урвать, не пытайтесь украсть, не пытайтесь заработать там, где не стоит зарабатывать, не пытайтесь обмануть. Делайте все честно. Если что-то придумали, сначала угостите, сначала покормите, сначала там задружитесь с людьми. Не надо сразу какие-то деньги там от кого-то просить и ждать миллионов. У нас до сих пор там не миллионные обороты, да, вот, но у нас компания помогает. У нас столько людей уже, сыроедов, вегетарианцев отработало. Ребята, все, кто сейчас меня смотрит, вам большое, огромное спасибо от души. Вот каждый из вас, он сделал какой-то определенный вклад в нашу фирму, в мое личное осознание. Спасибо вам огромное. Вот от души просто. Мы всегда вас ждем, любим, ценим каждого. Многие из наших ребят, я знаю, кто сейчас в Индии живет, кто сейчас во Вьетнаме живет, кто еще каких-то там других высот достиг, кто открыл свой магазин, свою фирму. Да, вот много очень хороших этических магазинов открылось. Выходцы из нашей «Пищи богов». Вот и всем вам, да, вот, дорогие друзья, кто сейчас смотрит, еще раз говорю: переходите на сыроедение, переходите одним разом, но оставайтесь людьми, пожалуйста. Вот никогда выше других себя не ставьте. Всегда будьте как бы отзывчивыми, добрыми, и к вам вот всегда оно вернется. И все обратно придет, и вы еще больше получите в жизни. Вот. Так что вот что дает сыроедение. То есть оно дает реально свободу, оно дает радость общения, потому что все сыроеды, вот вы знаете, да, даже если вы там не начали какие-то огромные деньги зарабатывать, но у вас куча времени, вы начинаете слышать природу, вы слышите, вот сейчас как птички поют, я сейчас на природе нахожусь, да, даже если вы где-то работаете, вы потом можете не пиво пить стоять и сигареты курить, а лучше прогуляться по парку, там, прогуляться с любимым человеком, послушать звуки воды, музыки или природы. Вот что сыроедение дает. Да, у меня сейчас, ну, и тогда была хорошая машина, да, там и сейчас хорошая машина. Но не в машине дело, знаете, вот мы реально, когда живем в Москве, тоже чуть-чуть от темы отойду, в большом городе, то это очень сложно. Ты должен как-то себя постоянно показывать, ля-ля. А вот когда я жил во Вьетнаме или в Индии, там у тебя реально просто тапочки, шорты без трусов и байк на прокат ты взял, самый дешевый. И ты просто кайфуешь от того, что ты свободен. И вот когда во Вьетнаме был, там тоже есть богатые люди и бедные. И богатые там на BMW 6 ездили, и на других там Мерседесах хороших, да. И я думал: нафига они вам здесь? Ну вот в Москве понятно, какая-то конкуренция, постоянно хочешь что-то большего. Особенно когда питаешься неправильно. Вот, ну, согласитесь со мной, да, кто вот сейчас все-таки осознал это, вот ничего не надо. Я бы с удовольствием сейчас бы все продал, уехал бы на какой-нибудь остров и просто бы отдыхал. Но просто я человек не такой, да, я человек все-таки деятельный, мне нравится что-то делать, я не могу просто так сидеть на месте. И я всегда буду что-то делать, наверное, да, ну, тот же, как там Стив Джобс или еще выдающиеся люди, я вот тоже сейчас читаю его биографию очень интересную, он никогда без дела не сидел.
он всегда все делал, он всегда делал все сам. Я, к сожалению, тоже вот такой же человек, я не могу просто взять и уехать на острова есть бананы, но знаю много людей, которые именно так и делают. Ведут свои блоги, сдают свою квартиру за 30-40 тысяч, если она у них есть. Если нет, находят вариант, как зарабатывать удаленно, и живут в Индии, в Китае, во Вьетнаме, кайфуют, едят кокосы, бананы. Это классно. Ребят, я вам по-дружески, ну, завидовать плохое, наверное, слово, да, но вот по-дружески я за вас рад, и вы молодцы, я тоже очень желаю всем моим друзьям, кто меня сейчас смотрит, иметь такую же жизнь. Вот, так что, ребят, если вы где-то сейчас работаете, там что-то еще, постарайтесь найти варианты, чтобы не работать. Постарайтесь найти вариант, вернее, не работать, а работать на себя, не работать кого-то. Или если вы на кого-то работаете, то это реально должна быть классная работа в удовольствие, в хорошей команде. Вот опять же, как нашу команду приведу. Если, например, я, как являюсь автором, да, там, основателем компании «Пища богов», мой партнер Дмитрий Гаранин, он является генеральным директором, да, но каждый, кто у нас работал, будь то менеджер, курьер, водитель, мы никогда не ставили их ниже себя. Мы всегда считали, что, ребята, вы, это прям, мы единое целое. Не надо меня директором называть или там Диму директором называть. Вы наша семья, и мы с вами вместе, мы с вами идем к одной общей хорошей цели, подарить людям хорошую продукцию, подарить людям хорошее питание, всех женщин намазать какао-маслом, там, да, всех детей накормить конфетами без сахара, вкусными и полезными. Вот что первое у нас, какая цель основная, да, то есть просто цель оздоровить и приучить к нормальному питанию наше население. Вот. То есть вот это, вот еще раз подводя итог, да, вот именно это мне дало среднее. Опять же, свободу и осознанность, осознанность выбора людей, осознанность выбора идей, каких-то других аспектов. Вот, я считаю, друзья, как надо жить. Извините, может быть, я как-то сбивчиво говорю или что-то еще. Это всего лишь мое второе видео в жизни. Никогда я этим раньше не занимался и думал, никогда не буду заниматься. Но вот мне так понравилось для вас рассказывать. Я прям чувствую, что я с каждым сейчас делюсь и отдаю частичку себя. Это мне очень приятно, дорогие друзья. Так, тихо. Вот, извините, это мой друг. Так, а ну-ка успокойся. Лёва, успокойся. Это, короче, Лёва. Знакомьтесь, он тоже сыроед. Да? А ну-ка, голос, Лёва. Голос. Лёва, голос. Ладно, уже устал. Ладно, дорогие друзья, значит, подписывайтесь, ставьте лайк, как это говорят все, да? Вот я тоже буду говорить. И делайте перепост записи. А мы с Лёвой пока пойдем искупаемся. Все, дорогие друзья, всем пока. Еще раз желаю всем хорошей жизни, прекрасного образа жизни и плавного перехода в хорошую жизнь, но одним днем. Переходите, еще раз говорю, одним днем на сыроедение. Это вот я на этом настаиваю. И это моя традиция и тенденция. Переходите, никого не слушайте. В следующем видео, наверное, расскажу, да, о том, как именно общаться с людьми, которые будут вас тянуть на дно. Вот. Так что ждите следующего видео. Всем пока, целую, обнимаю. Все, пока, счастливо. Всем удачи.